Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание карманам и поговорим о том, что ни в коем случае нельзя держать, иметь в кармане, потому что именно эти вещи, они притягивают к вам бедность, нищету, финансовые проблемы. Очень важная ценная информация, которую мы рекомендуем вам досмотреть до конца. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, друзья, ставим лайк, а с нас ценная и важная информация. Вы знаете, мы с вами имеем, как всегда, как правило, в верхней одежде, в брюках, в платьях, сегодня имеем карманы. И это мода, и кто-то считает, что именно в карманах нужно носить определенные вещи, но многие не задумываются над тем, что когда вы носите в своих карманах то или иное, вы тем самым не притягиваете изобилие, достаток, благополучие, а наоборот отталкиваете из своей жизни вот эти энергии созидания, энергии радости, энергии удовольствия. Вы должны понимать, что это очень влияет на вас и на энергетику. Поэтому очень важно осознавать и понимать, что можно носить в карманах, а что нельзя. Вы должны также понимать и то, что карманы также у нас с вами отвечают за наши внутренние потоки, за энергии. Когда ваши карманы порваны, дырки, вы должны понимать, что даже если вы в карманах и ничего не носите, туда не кладете, вы в любом случае через эти дырочки уходит энергия изобилия. Казалось бы, как она влияет? А дело в том, что это у нас с вами скрытое, то есть то, что находится вместе с нами. И очень часто многие не задумываются и махают на это рукой. Поэтому если у вас в карманах верхняя одежда, особенно верхняя одежда, вы должны понимать, что вам нужно ее зашить, не можете сами зашить, отдайте в мастерскую, чтобы мастер зашил и больше у вас не было дырок. Бывает так, что люди, когда нервничают, ставят руки в карманы и там теребят. Таким образом также проявляются дырки. Поэтому в этом случае зашейте карманы, чтобы они вас, знаете, как бы не провоцировали на то, чтобы руки были в карманах. Если вы переживаете, возьмите в руки карандаш, ручку и постоянно держите. Но старайтесь избавляться от этой привычки, потому что эта привычка выдает ваши определенные моменты в жизни. К сожалению, они негативные. Итак, что же нельзя носить в карманах? Первое, друзья, купюры и монеты. Очень часто многие люди, находясь в магазине, где-то в супермаркете или, например, в общественном транспорте, получают сдачи, и вместо того, чтобы класть в свой любимый красивый кошелек, люди кладут в карманы. Ну, так же быстрее, да, удобнее, но вы должны понимать, что таким образом вы изначально показываете неправильные потоки денежной энергии в своей жизни, потому что любая денежка, даже если это монетка, она должна находиться в кошельке, а в кошельке недаром есть карман, который предназначен для монет. Это касательно монет. Что же касательно купюр, вне зависимости, это крупная купюра или мелкая купюра, она должна находиться у вас в кошельке. Многие игнорируют это правило и считают, что ну и что, мне дали сдачи мелкими купюрами, не надо, я их положу в карман. Вы должны понимать, что тем самым вы пытаетесь, вместо того, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие, вы наоборот привлекаете нищету, привлекаете бедность. Поэтому монеты, купюры всегда держим в красивом, в опрятном кошельке. И помните, раскладываем монеты, купюры всегда по номиналу. Также купюры из других стран, им не место в вашем кошельке. Если вы живете в определенной стране и у вас завалялись купюры, потому что вы недавно были где-то в какой-то стране, убирайте эти купюры, потому что происходит конфликт на энергетическом плане. Вместо того, чтобы было в вашей жизни изобилие, достаток и благополучие, в вашей жизни наоборот приходит нищета. Далее, использованные предметы, им также не место в ваших карманах. Очень часто какие-то чеки, какие-то квитанции, какие-то записочки, вы должны понимать, что это приводит ваш
вашу жизнь к бедности, к разрушениям. Также фантики от конфет, какие-то старые билеты. Это не место именно в ваших карманах. Помните об этом, потому что это... Вы должны понимать, все это уже потраченное, это уже все использованное. Да, фантики от конфет, конфеты нет, осталась какая-то бумажка. Какие-то старые чеки, билеты, это все уже в прошлом. И таким образом вы показываете, что вы живете в прошлом. То есть деньги ушли, а вы это оставляете у себя в жизни. Таким образом, вы вместо того, чтобы привлечь в свою жизнь, вы пытаетесь вот зацепиться именно, чтобы в ваших карманах было прошлое. Этого не должно быть. Помните, пожалуйста, об этом. И вообще, старайтесь, чтобы у вас всегда был порядок в ваших карманах, в вашем кошельке, в вашей сумке. Также обращайте внимание, чтобы у вас был порядок и в коридоре, потому что очень часто заходишь в квартиру, заходишь в дом и попадаешь сразу в коридор, где все, знаете, вот висит на последнем, на соплях или на последнем слове. Этого не должно быть в вашей жизни. Помните, пожалуйста, об этом. Это очень важная информация. Далее, что еще не нужно носить в своих карманах? Те вещи, которые вы не знаете их значения. Или те вещи, которые, например, та же пуговица у вас оторвалась, и почему-то многие считают, что эту оторванную пуговичку нужно класть в карман и потом когда-то что-то зашить. Так дело не пойдет, потому что вы тем самым даете какое-то время, когда-то что-то произойдет. То есть вы должны научить себя, что произошла ситуация, например, поломалась та же змейка, или у вас что-то случилось, порвалось, в ту же минуту нет времени, как только появляется, это сделать нужно в самое ближайшее время, решить вопрос. Нет, значит, мы избавляемся от этого, значит, пришло время, эта вещь или этот предмет отработала, оно, возможно, где-то взяла определенные негативные энергии на себя. Даже бывает, особенно если это какая-то дорогая для вас вещь, приходит время и оно уходит. Помните, пожалуйста, об этом, потому что многие игнорируют на эти моменты, пытаются что-то собрать, подсобрать, а потом это приводит к определенным моментам. Друзья, давайте теперь поговорим о том, что же обязательно должно быть у вас в кармане. Что же вам положить в карман, чтобы действительно в вашей жизни было изобилие, достаток и благополучие? Вы можете положить кусочек имбиря в карман. И знаете, имбирь – это та пряность, которая имеет достаточно магические сильные свойства. И именно имбирь всегда, во все времена считался символом изобилия, роскоши и гармонии. Поэтому, если вы используете имбирь в приготовлении чая, каких-то блюд, то возьмите кусочек имбиря, отрежьте буквально малюсенький и положите в свой карман. Таким образом, он будет привлекать изобилие и достаток. Далее, что еще, друзья, красная нить. Именно красная нить, она не только защищает нас от сглаза, от какого-либо негатива, а также красная нить может привлечь в вашу жизнь богатство. И поэтому вы можете красную нить класть в карман одежды, также вы можете положить и в кошелек небольшую красную веревочку в качестве амулета. Все это будет притягивать успех и богатство в вашу жизнь. Также вы можете использовать и лавровый лист. Помните о том, что лавровый лист олицетворяет счастье и изобилие. И вот эту пахучую специю вы можете также использовать и во всевозможных магических ритуалах по привлечению денежного достатка. Также вы можете листочек лаврового листа класть в свою сумку, особенно если вы, например, в этот день идете на подписание какого-то контракта, на собеседование, и тогда, знаете, вас обязательно будет ждать успех в финансовых делах. Также, друзья, талисманами денежного успеха считается монетка золотого цвета, лавандовая ароматическая палочка. Вы также можете использовать. Ну, а если мы говорим о минералах, друзья, то
магнитами финансового благополучия считается агат, лазурит и бирюза. Поэтому используйте, друзья, обязательно эти минералы, чтобы в вашей жизни всегда было изобилие, достаток и благополучие. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами в следующем видео.